В конце прошлой части мы рассказали, что Дэхон пришлось покинуть родные места и направить свои стопы в сторону родных мест мужа в поисках лучшей доли. Дэхон перед этим стала кандидатом в члены коммунистической партии, и целый год до заседания комиссии она должна была изображать из себя рьяную коммунистку. И вот в группе из 100 человек они двинулись на юг, в провинцию Сычуань. Группа состояла в основном из мужчин, чиновников от партии. И 27 июля 1949 года доктор Ся с Юйфан и родственниками, почти все на подозрении у коммунистов за буржуазность, пришли на вокзал проводить Дэхон, обуреваемую тяжелыми предчувствиями. Ненависть партийцев к ней зиждилась на том, что она не совсем соответствовала требованиям партии. Основной минус Дэхон заключался в отсутствии у нее пролетарского прошлого. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Группа доехала поездом до Тяньцзинь, а там же до линии обрывалась, и далее предполагалось пешачить по пути, усыпанном охранными отрядами местных землевладельцев и остатками чанкайшистов. На всех 3 винтовки, но местные власти должны были предоставлять им в сопровождении отряды солдат. Шагали с утра до вечера вместе со своим барахлом на спинах в виде скаток. И тут сказалось это самое буржуазное прошлое Дэхон. Те чиновники, которые когда-то партизанили или привыкшие к физическому труду, все-таки легче переносили этот марш. А Дэхон же была непривычна к этому. Это как новичок в турпоходе вместе с бывалыми туристами, у которых и снаряга серьезная, и обувь проверенная. А Дэхон не подготовилась соответственно. На ногах у нее были какие-то матерчатые сандалии, вероятно, вот такие лапти, где на подошвах зато выбито «Защити нашу землю» и «Борись с Чан Кайши». И уже через день ноги ее покрылись мозолями и пузырями. Каждое утро, стиснув зубы, девушке приходилось вышагивать по грязи, камням, горам, через реки и озера. К концу дня она падала замертво, вся грязная, как чушка. А что же ее муж? Он считался высокопоставленным чиновником и поэтому ехал на автомобиле вместе со своими телохранителями. По дороге Дэхон еще и рвота мучила. Понятно почему. Девушка мечтала, чтобы хотя бы ее вещи забрали в авто, но муж ей этого не предлагал. То, что он едет, а она плетется за ним следом, Ван Юй объяснял тем, что помоги он ей, тогда бы его обвинили в протекционизме и кумовстве, а коммунисты воюют со старыми китайскими традициями. Это важный момент. Это то, на чем строилась пропаганда и первые шаги китайских коммунистов. Ведь колесо сансары только-только провернулось. Поворот лишь вчера свершился. Нужна стяжка. Простые люди настрадались от коррупции, клановости, а коммунисты пока не укрепились у власти. Без хорошей стяжки власть можно быстро и потерять. Как это случилось с чанкайшистами. Нужно было доказать, что все обещания – это не просто девизы и речевки. Нужно было дать им некоторое подтверждение. Стяжка нужна, чтобы придать лозунгам реальное наполнение, скрыть шероховатости, укрепить веру в коммунистов. Стяжка уменьшает выход эмоций, глушит сомнения, защищает от оппонентов. А когда Дэхон спросила, почему в их группе одну женщину муж даже переносил в трудных местах на руках, Ван Юй ей объяснил, что та женщина – ветеран компартии, а Дэхон всего лишь юная студентка. И у них будут неприятности, если он ей поможет. Это же для твоего блага, все время он ее уверял. Если сядешь в мою машину, тогда забудь о вступлении в партию. Через год комиссия тебе все это припомнит. Революция наша сельская, а у селян была трудная жизнь. Селяне очень чувствительны к показному комфорту и роскоши. В итоге у Дэхон случился нервный срыв, но плакать она не имела права, потому что тогда ее начали бы критиковать, что она неженка, а это грозило серьезными последствиями. Тогда бы никто за нее не поручился, что она достойна революции, а благородные леди из эксплуатирующего класса партии не особо и нужны. И вот через 40 дней, наконец, группа пришла в Нанкин. Это была бывшая столица чанкайшистского правительства, известная как печка Китая. В середине сентября там было жарко, как в духовке. В Нанкине группу направили на военные учения, всякие тренинги, слушать политические лекции, которые им читал сам Дэн Сяопин. Там молодая семья и сфотографировалась, а через несколько дней
у Дэхон случился выкидыш, после которого она чуть не померла и поэтому запросила у мужа развод. Она мечтала возвратиться домой в Маньчжурию и продолжить учебу в медицинском университете. А критика от революционеров ей уже сидела в печенках. Но муж ее уговорил. Он объяснил ей, что то самое негласное правило спецслужб и криминала «вход $, выход $2» в партии тоже строго соблюдается. Этим отступничеством ее будут набить до конца жизни. Но с тех пор Ван Юй стал мягче относиться к супруге. В это время Мао объявил Китайскую Народную Республику, и Дэхон ощутила гордость за свою страну. Ее переполняло чувство любви к родине, и она поклялась себе, что будет верна революции до конца. Потом муж ее уехал вперед, а она продолжила свой путь в Аньцин на пароходе по Янцзы. Ее группа прямо дышала в затылок коммунистическим войскам, поэтому кругом еще шастали отряды чанкайшистов. Дэхон была потрясена южной природой. Она в Маньчжурии привыкла к ветрам и пыли, а тут прямо рай, солнце сияет, все в зелени, экзотические фрукты, и люди другие, темнее, худее, глаза их больше и круглее. Добралась Дэхон до Чунцин, потом на лодке до города Ибинь, где встретилась с мужем и его семьей. Государство их поселило в прекрасном доме с садом, где росли папайя, дерево, феба, бананы. Девушка спала на настоящих кроватях, а не на каменных кангах, как в Маньчжурии. У Ван Юя была большая семья, Дэхон хорошо там приняли. Она даже сделала свекрови глубокий поклон Као-Тау, хотя это был страшный грех для коммунистов. Девушке дали работу в департаменте по связям с общественностью. Поставили главную задачу – ни много ни мало накормить население. Сначала Дэхон и ее сослуживцев посылали в села и окрестности покупать еду у землевладельцев, которые имели собственные частные отряды для защиты. Также в полях еще оставались отряды чанкайшистов. А коммунисты отсылали в эту опасную зону своих чиновников в сопровождении слабеньких охранных отрядов. Это выглядело так: 13 человек, из них 7 чиновников и 5 солдат. Экипировка все та же: на спине скатка из одеяла, мешочек с рисом и тяжелый зонтик. И чиновники рыскали по горам и полям в поисках еды для города. Как мы помним, этот период стяжки и с селянами еще заигрывали. А своих, как видите, не щадили. Помрет так помрет, выживет самой упоротой. Селяне о коммунистах еще и не слышали, а те, кто слышал, то только плохое. Часто в чиновников стреляли, ночи они проводили в тревогах, их преследовали вооруженные отряды всех мастей. И если хочешь выжить, научись быстро бегать. Абсолютно всем эта группа чиновников была врагами. И даже когда Дэхон забеременела, то все равно приходилось идти в экспедицию, как и другая ее беременная сослуживица. Как-то девушки попали в перестрелку, их отряд перебили, но ватажок отряда их спас и показал, куда бежать. Девушкам удалось спрятаться в стогу сена. В итоге, когда того ватажка поймали, то его привели на суд. Это были знакомые нам тройки. И председателем тройки был никто иной, как Ван Юй. Это он на фото. Другой член тройки – муж той самой беременной сослуживицы. А третий – начальник полиции. Ван Юй и начальник полиции проголосовали за смертную казнь, а муж второй сослуживицы был категорически против. В итоге этого ватажка-спасителя расстреляли, потому что Ван Юй ударил кулаком по столу и сказал: «Мы не должны быть снисходительны только потому, что он спас наших жен. Если мы позволим чувствам влиять на наши решения, то какая будет разница между новым Китаем и старым?» Дэхон никогда ему этого не простила, но толку от этого. Потом не раз ее еще посылали в эти продовольственные экспедиции. Муж той второй сослуживицы пытался их отстоять, но его подвергли остракизму под предлогом, что сельские женщины, будучи беременными, не отдыхают, а работают в поле, как все. В итоге Дэхон почти до рождения ребенка шарилась по окрестностям Ибиня под пулями над головой. На фото вы видите, как несут на носилках с поля рожающую женщину. В это время Юйфан вся изошла в волнениях за дочь и решила ее проведать. В марте 50-го года Юйфан на своих искалеченных ногах пустилась в путь.
Правда, ее ноги стали чуть больше. С тех пор, как она вышла замуж за доктора Ся, она перестала их бинтовать. Но сломанные пальцы уже не исправишь, они оставались скрюченными и усохшими. И Юйфан в туфли заталкивала вату, чтобы нога выглядела более-менее. При ней был документ, что она мать революционерки, и в пути ее должны были обеспечивать едой, жильем и деньгами. Юйфан проделала тот же путь, что ее дочь, но не пешком, конечно. Приехала она в середине мая 50-го года, гостила 2 месяца. Ее тепло встретили, но дочь ей всю правду не рассказывала, в частности тот факт, что мужа своего она ненавидит. Спасало то, что она его мало и видела. Ван Юй мотался в полях, выслушивая жалобы селян и решая продовольственные проблемы. Приездом матери начальница Дэхон миссис Ми стала ее упрекать, что она часто остается дома и ест буржуазную еду, которую ей готовила мать. Ну и что беременные нуждаются в хорошем питании? Это не оправдание. Ван Юй пытался уладить проблему аттракционом невиданной самокритики. Но оказалось, что его теща вообще не должна с ними жить. Так как чиновники не получали зарплату, то они находились на обеспечении государства. В Новом Китае должны быть новые правила, не похожие на старые. Коррупция всегда начинается с малого, кричала пропаганда. Всякое несоблюдение правил подточит нашу революцию. В июле 1950-го кандидатство Дэхон завершалось, и чтобы вступить в партию, ей надлежало бесконечно самокритиковаться и выслушивать нахлобучки от товарищей по партии. Дэхон попрекали в том, что она неохотно ездила в продовольственные экспедиции, что она предпочитала домашнюю еду столовской, болела чаще, чем другие беременные женщины, что ее мать нашила будущему ребенку новую одежку. Самое серьезное обвинение – это то, что семья у нее на первом месте. Дэхон клевали даже за то, что она мылась в остатках горячей воды после купания мужа, прямо как чанкайшистская буржуазная леди, игнорируя строгое правило, только чиновники высокого ранга могут мыться в горячей воде. Политика партии вмешательства в личную жизнь проводилась через реформу мышления, а по сути идеологическую обработку, промывку мозгов. Мао хотел знать все, о чем думают китайцы. Каждую неделю проводились встречи о проверке мыслей. Критерий простой. Мысли должны быть такие, как у ватника, простые. Если мысли скакали в голове, как пчелы в улье, то китайцам вменялось чувство вины. То есть, если у вас есть время на размышления, то это потому, что вы более образованы и лучше одеты, чем селяне. Цель понятна. Чувство вины – это важный элемент в период стяжки режима. Человек должен находиться в неустойчивом психическом состоянии и постоянно разоблачать самого себя. Типа «мы сбились с пути, мы предали принципы, Мао, революцию, это все из-за меня». Такими людьми легче манипулировать. Неустойчивое состояние проявляется в постоянных извинениях. А можно так делать? А я правильно поступаю? Ах, наверное, я недостоин революции. Мне надо быть еще больше преданным партии. Кампания за переделку мышления разрушала независимые личности и постепенно уничтожала их индивидуальность и способность мыслить самостоятельно, тем самым превратив их в политических слуг коммунистической партии. На практике это выглядело в регулярных встречах ячеек, посвященных самокритике. Такие сборища забирали все личное время. Надо было раскрыть мельчайшие детали своей жизни, то, о чем ты думаешь и что тебе снится. В итоге в партию Дэхон не приняли. Она впала в глубокую депрессию, но и показать этого не имела права, не говоря уже об обращении к доктору. Любую грусть надо было скрывать. Потом началась земельная реформа. Цель – кровью земледельцев закрепить новый красный режим. То есть в состав стяжки, кроме пота, должна обязательно входить кровь, но в определенной пропорции. Пока еще это капли. Проводилось перераспределение земли фермеров, а также домашних животных и зданий поровну между всеми селянами. Можно не описывать, как это происходило. По советским республикам нам все это известно. Земельная реформа длилась год. 8 ноября у Дэхон родилась девочка, которую назвали Сяохон, то есть подобная лебедю. Через несколько дней после родов молодую маму выгнали на работу, потому что так поступают все сельские женщины.
Ребенка отдали на воспитание сестре мужа. Каждому малышу, рожденному в семье чиновников, государство предоставляло кормилицу, государственную служащую. Весной 1951 года Дехон заняла очень важную должность председателя юношеской лиги. Ей в то время не исполнилось еще и 20 лет, а она уже, как видим, прошла Крым и Рым. Новая начальница Дехон, миссис Тинг, казалась прелестью. Она позволяла читать романы, ходить в кино на американские фильмы, в то время как революционеры смотрели только советские ленты. И, о чудо, миссис Тинг разрешила ей принимать ванну хоть каждый день. Вместе они ходили на шопинг и носили розовые легкомысленные блузочки, которые выглядывали из-под рукавов унылой униформы. Нарушать строгие правила миссис Тинг не боялась, потому что у нее был влиятельный муж, который ее обожал. В августе 1951 в гости к Дехон приехали доктор Ся и Юй Фан. Им государство выдало квартиру и материальное обеспечение. Дехон расцвела, она была счастлива, что все ее родные рядом, в то время как в Корее началась война, а это недалеко от Маньчжурии. Американские войска стояли на границе Кореи и Китая. Мао боялся, что США могут атаковать Китай, и послал более миллиона китайцев в Корею воевать против американцев. Из Бирмы на Китай могли напасть чанкайшисты. Маоисты забеспокоились такому развороту событий, ведь мы помним, что это всего лишь период стяжки, которая могла развалиться в любой момент. И маоисты выдвинули новый лозунг – стабильность, которую народ так страстно желал. Тут надо отметить, что клич «стабильность» пропагандисты елозят до сих пор. Ним пользовался Янукович, естественно, по советам российских политтехнологов. Запомните, люди, которых приводят к власти внешние силы, вставляют всегда в свою речь слоганы политтехнологов. Учитесь их считывать. Эта стабильность не слазила у Януковича с языка, потому что он повторял как попугай основной слоган Путина. Погуглите, как Путин использует его где надо и где не надо. Например, 2012 год. Обязательное непременное условие развития – это стабильность. Как бы ни ругали политическую систему Китая, деньги туда идут, потому что там стабильно. Инвесторы могут рассчитывать, что в течение 5, 10, 15 лет их деньги не растворятся в результате каких-то политических потрясений. Путин подчеркнул, что он не призывает сделать такую же систему, как в Китае, но стабильность мы должны обеспечить, добавил он. Вот и посчитайте, сколько раз он за 1 минуту повторил эту стабильность. Все это пустые слова, лишь бы укрепиться у власти и усыпить бдительность населения. Чем закончились эти пустые призывы к стабильности, теперь в 2023 году уже известно. Русская служба BBC проанализировала речи Путина. За последние 20 лет в его риторике становилось все меньше демократии и свободы, но не всегда есть место стабильности. Самым популярным словом противопоставлением 90-м годам стало слово «стабильность». Так вот, Дехон, по сути, занималась пропагандой. Она пропадала на фабриках, выступала там с речами, выслушивала жалобы от населения, решала их проблемы. То есть, пока стяжка постепенно застывает, народу надо засирать мозги, чтобы они поверили в стабильность и революцию. И поэтому Дехон буквально жила на фабриках вместе с рабочими, не давая передыха ни себе, ни людям, потому что коммунисты требовали от нее «живи и действуй среди рабочих и селян». От скудного питания, отсутствия гигиены, постоянного перенапряжения девушка заболела туберкулезом и попала в больницу, которую опекали католики. Об этом позаботилась миссис Тинг. Хотя Ван Юй был от этого в шоке, панически требовал уменьшить внимание к его жене. Там Дехон в марте 1952 родила девочку автора этой книги. Мать с детям получали лечение по американским стандартам. Когда доктор Ся узнал, что еще один дикий лебедь родился, то назвал ее Эр Хонг, то есть второй дикий лебедь. Через 4 дня доктор Ся умер в возрасте 82 лет. Юй Фан, обе дочери Дехон с кормилицами, все жили в одном доме в Ибине, где процветал опиум-трейдинг. Но коммунисты за 2 года с ним справились. Ван Юй стал губернатором провинции Ибинь, второй человек после первого секретаря. К нему попытались обращаться старые друзья за помощью, но он их всех отшил, потому что объявил свой собственный крестный ход против старых традиций. Мы помним, как на этом погорели чанкайшисты, и все эти переборы значили только одно.
одно. Пока что Мао не жалеет своих коммунистов, потому что они и так ему преданы и никуда от него не денутся, но они помогают укрепить его власть на самом нестабильном первом этапе построения тоталитаризма после поворота колеса сансары. В 1953 году Мао придумал хитроумную систему управления. Он разделил чиновников и государственных служащих на 26 категорий. Последняя 26-я категория получала зарплату в 1/26 от первой категории. Но это не учитывая субсидий и всяческих льгот. Система определяла практически все. Пальто твое из шерсти или дешевого хлопка. Квартира у тебя однокомнатная или это дворец. Туалет на улице или в квартире. Также это влияло на доступ к информации. Ван Юй получил 11-ю категорию, Дэхон 17-ю. Повышалась категория, как правило, за выслугу лет и очень редко. Но вскоре в партии разразился кризис. На начальном этапе все это могло еще пойти взад в любой момент. Коммунисты ведь привлекли поддержку миллионов, обещая им чистое, как слеза, правительство. Но тем не менее, взяточничество, кумовство в высших кругах процветало. Банкеты и расхищение бюджета случались на каждом шагу. А денег на все не хватало. Война в Корее съедала половину бюджета страны. Все летело к чертям. И поэтому в 1951 Мао запустил очередную кампанию 3 анти, направленную против коррупции, хищений и бюрократии. Нескольких коммунистов казнили, многих посадили в тюрьму или уволили. Даже ветеранов не пощадили. В Ибине ужесточили дисциплину, усилили самокритику. Чиновники признавали, что использовали иногда служебный телефон в личных целях. Писали родственникам письма на казенной бумаге. Дошло до того, что они меняли служебную ручку на собственную, если надо было написать письмо бабушке. Если учесть, что дома чиновники бывали редко, то приходилось письма бабушкам писать и на работе. Весной 1952-го запустили уже кампанию 5 анти, но теперь против капиталистов. Кампанию направили против дачи взяток, уклонения от налогов, кражи государственной собственности, мошенничества и получения экономической информации путем коррупции. Цель всех этих кампаний – ужесточить механизм контроля над населением. Самой важной считалась массовая кампания, которая проводилась так называемыми рабочими командами. Такие команды посылали в провинции проверять местных чиновников, те в свою очередь проверяли низший уровень. Чиновники проводили митинги по мобилизации, читали лекции и выявляли подозрительных лиц, налагали наказания в виде публичной критики, отсылали на физические работы и так далее. В мае 1953-го Дэхон родила 3-го ребенка, мальчика, и не успела она вернуться домой, как муж ей сказал, что они срочно покидают Ибинь. Причина стара как мир. Угроза прелюбодеяния. Оказалось, что та самая либералка миссис Тинг, милая начальница Дэхон, пыталась флиртовать с ее мужем. У Ван Юя не было другого выхода, как пойти к губернатору и сказать, что ему, дескать, трудно работать в районе, где у него много родственников. Это могло привести к кумовству. Свободная вакансия в то время была только на должность руководителя департамента культуры и образования. Ван Юй, не возвращаясь в Ибинь, прямо от губернатора отправил записку домой срочно покинуть город. Как говорится, второй исход. Дэхон с матерью, детьми, телохранителем и кормилицей перед рассветом покинули Ибинь, взяв с собой только самое необходимое, потому что все остальное имущество было государственное. В городе Нэйцзян они сели в поезд, но по статусу Дэхон ехала отдельно от остальных членов семьи во 2-м классе. И вот прибыли наконец в Чэнду, куда Ван Юй получил направление. Это был старинный, очень красивый город, 500 000 жителей. Его называли еще «Шелковый город» или «Город гибискусов». Дэхон было 22 года. Она была независимой по сравнению со своей матерью, которая в этом же возрасте отбывала домашний арест в ожидании, когда ее навестит генерал-сожитель. За все это Дэхон была страшно благодарна коммунистической революции. Ван Юй встретил жену на станции, им выделили дом для проживания, а Дэхон опять дали работу по связям с общественностью. Причем дом и рабочие места, все было в одном здании. Столовая тоже. И только по субботам женатики имели право встречаться. И вот фото, сделанное в июне 1953 года. Вверху Дэхон и Ван Юй, сидят Юйфан и кормилица.
Работа Дехон, как мы не раз подчеркивали, по сути заключалась в пропаганде. Она ездила на велосипеде по своему району и проводила каждый день митинги, даже на последних месяцах очередной беременности. В сентябре она родила мальчика. Роды были тяжелыми. Муж в это время находился в полях, его повысили до 10 категории. Как замдиректора по связям с общественностью провинции, он изучал общественное мнение, выслушивал жалобы и т.д. И вот в июле 1955 года Мао запускает новую кампанию по разоблачению тайных контрреволюционеров, и Дехон как раз под нее попала. Ей объявили, что прошлое у нее какое-то мутноватое. К этому времени пресса уже была коммунистическая, и коммунистам везде чудились шпионы, чанкайшисты, почему-то троцкисты и предатели. Дехон поселили в бараке, что-то типа тюрьмы. Муж дал напутствие: будь честна и верь в революцию, и тогда партия вынесет тебе справедливый вердикт. И началось расследование. Дехон окружили так называемыми компаньонками, которые постоянно менялись. Эти подсадные утки на нее в конце дня подавали отчет. Разбирали каждый эпизод жизни с юных лет. Почему ее в 1948 освободили из чанкайшистской тюрьмы и даже не пытали. Дехон использовала тогда одного чанкайшиста для нужд компартии, которого потом казнили. Почему не казнили ее? И так с утра до вечера. А ночью компаньонки следили за девушкой, не плачет ли она случайно тайком. И тут автор подчеркивает важный момент. Дехон не винила во всех этих безобразиях партию, потому что в Китае все привыкли к несправедливости. Тут надо пояснить, что справедливость – это не выдумка философов. Это принцип, согласно которому люди получают то, что они заслуживают. Стремление к справедливости составляет основу цивилизованного общества. Чувство это заложено в нас природой. И если народ привык к несправедливости, это значит, что общество это больное. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Дехон светила быть признанной контрреволюционеркой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому она научилась ночами плакать без слез. Слезы значили бы, что она не доверяет партии и обижена на нее. Письма и свидания с родными были запрещены. Откинулась Дехон через полгода, но без вердикта. Ее оставили жить в состоянии неопределенности. Каждый вечер она должна была слать комиссии отчет, как провела день, что думала, что ей снилось и так далее. Детей в это время распихали по разным садикам. Отец их оттуда почти не забирал. Няньки разбежались. Один из сыновей при встрече ее не признал мамой. Он считал мамой свою няньку и скучал по ней. Пока Дехон чалилась, ребенок просидел все эти 6 месяцев в углу комнаты детсада. Он был очень замкнут, не умел выражать своих чувств. Воспитательница сказала, что он единственный, кого уже полгода не забирают домой на выходные.